Предстоящие недели становятся одними из самых напряженных в украинском конфликте за последние годы. Мирный план США, открыто продвигаемый президентом Дональдом Трампом, превратился в точку максимальной концентрации давления, ожиданий и тревоги одновременно. А заявления лидеров, публикуемые утечки и координация между мировыми столицами создают ощущение, что время для решения почти исчерпано. На фоне углубляющихся скандалов в Киеве, растущего разочарования в западных столицах и стратегических расчетов Москвы появляются контуры сделки, которую Вашингтон стремится навязать как единственный вариант прекращения войны. Трамп в своих комментариях остается максимально прямолинейным. Зеленскому, по словам Трампа, придется одобрить американский мирный план. Если Зеленскому не нравится эта сделка, им тогда стоит просто продолжать борьбу. «Я думаю, если он ее не примет, то США сократят свою поддержку Украины», заявил президент США. Он напомнил и о своей февральской встрече с Владимиром Зеленским в овальном кабинете, где предупредил украинского лидера, что «у вас нет козырей». По словам Трампа, такой договор можно было заключить год назад или 2 года назад. Но теперь момент стал критическим. Его риторика крайне расчетлива. Вы хотите сказать, что Зеленскому это не нравится? В какой-то момент ему придется что-то принять. Ему придется с чем-то смириться. Помните, совсем недавно в овальном кабинете я сказал «у вас нет козырей». Не забывайте, я унаследовал эту войну, заявил Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме. Одновременно в публичное пространство просочилась информация о том, что группа высокопоставленных американских генералов отправится в Москву в конце следующей недели. Они должны обсуждать детали американского мирного плана непосредственно с российской стороной. Шаг, который еще несколько месяцев назад казался невозможным. Инициативу представляет новый спецпредставитель США по Украине, министр армии Дэниел Дрисколл, давний друг и бывший одноклассник вице-президента Джей Ди Венса. Делегация Дрисколла уже успела провести переговоры с Владимиром Зеленским в Киеве. На этом фоне вице-президент США Венс сформулировал основные критерии будущего соглашения. Прекращение убийств при сохранении суверенитета Украины, приемлемость условий для обеих сторон и снижение риска возобновления войны. По мнению Венса, любые критики неверно истолковывают рамки и питают иллюзию, что если мы просто дадим больше денег, оружия или санкций, победа будет близка. Он подчеркнул, что мир могут создать умные люди, живущие в реальном мире. Весь контекст переговоров стал еще более жестким после заявления Трампа в интервью Fox News. Он обозначил дедлайн 27 ноября, День Благодарения, называя эту дату оптимальным моментом для попытки достичь договоренности с Россией. У меня было много дедлайнов, и если процесс идет успешно, они могут сдвигаться. Но предстоящий четверг мы считаем оптимальной датой, заявил Трамп. Он добавил, что промедление ведет к дальнейшим потерям территорий и жизней для Украины, а США не намерены отменять нефтяные санкции против России. Параллельно журналисты The Washington Post подтвердили существование 28 пунктов проекта соглашения, подготовленного командой Трампа без участия Киева. Среди ключевых пунктов – немедленное перемирие, признание Крыма и части Донбасса де-факто российскими территориями, заморозка линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях, ограничение численности ВСУ 600 тысяч человек, закрепление внеблокового статуса Украины и создание гуманитарного комитета по вопросам пленных и гуманитарных вопросов. Детали обсуждал спецпосланник Стив Уиткоф в контактах с российскими представителями. На этом фоне Зеленский выступил с речью, назвав происходящее одним из самых сложных моментов для страны. Украина вскоре может столкнуться с чрезвычайно сложным выбором. Либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо 28 сложных пунктов, либо самая суровая зима и связанные с ней риски. Он подтвердил, что в ближайшие дни начнутся консультации с партнерами по шагам, которые должны предотвратить новое вторжение, и сообщил, что указ о составе украинской делегации уже подписан. Главой делегации стал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Бывший министр обороны,
а ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, уточнил, что консультации с США начнутся в Швейцарии. В Москве тщательно следят за развитием ситуации. Президент России Владимир Путин заявил, что обновленное предложение Трампа может стать основой сделки. По его словам, Москва согласилась обсуждать американские идеи еще до встречи на Аляске. Но процесс застопорился из-за отказа Киева от участия. Путин заверил, что США пока не смогли убедить Украину, а в Киеве питают иллюзии о возможности стратегического поражения России. The Times со ссылкой на источники сообщает, что Трамп считает, ключевые рычаги сейчас у Путина, и именно Москва диктует темп событий, тогда как Украина лишь реагирует на происходящее. Параллельно усиливается давление на европейские столицы. The Guardian пишет, что Конгресс был ошеломлен тем, что якобы является списком пожеланий Москвы. Причем текст, по словам аналитиков, переведен с русского, что заметно по конструкции фраз. Washington Post публикует колонку Фарида Закарии, который предупреждает, что без корректировки курса Запад может стать свидетелем первого поражения современной демократии в результате переговоров. Аналитик напоминает, что Нобелевская премия мира вручается за мир, а не за капитуляцию. Евросоюз, Канада и Япония выступили с совместным заявлением, выразив обеспокоенность сокращением украинской армии до 600 тысяч человек и настаивая на доработке американского плана. Несколько европейских стран обсуждают собственное предложение, которое могло бы служить более сбалансированной альтернативой. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подтвердил, что Европа формирует свой вариант. Канцлер Германии Мерц первым вышел на связь с Трампом после публикации плана. По заявлению Берлина, разговор был доверительным и конструктивным. Тем временем давление на Киев выводится на новый уровень. The Guardian сообщает, что США предупредили союзников по НАТО. Вашингтон будет давить на Зеленского, чтобы он подписал мирное соглашение в течение нескольких дней. Иначе позже условия будут существенно хуже. Под более худшим вариантом подразумевается возможная потеря Украиной территорий на левом берегу Днепра, а также прекращение поставок вооружений, разведданных и ослабление гарантий безопасности. В то же время Венгрия заняла жесткую позицию. Премьер Виктор Орбан заявил, что Будапешт будет блокировать любую помощь Украине, а Европа обязана немедленно принять план США. А в самом свежем интервью Трампа на лужайке Белого дома журналист спросил у него, что произойдет, если Зеленский не согласится на ваш мирный план. Трамп с легким сарказмом ответил, тогда он сможет продолжать бороться изо всех сил. В свою очередь, бывший премьер Великобритании Борис Джонсон жестко прошелся по предложению Трампа относительно Украины, назвав его предательством масштаба Мюнхена и фактически военной кастрацией. По его словам, ситуация напоминает 1938 год, когда европейские лидеры закрыли глаза на захват Чехословакии Гитлером, надеясь таким образом сохранить мир. Об этом он написал в материале для Daily Mail, передает «Европейская правда». Помимо этого, 24 ноября состоится экстренный саммит ЕС по Украине, который созывает Евросовет. Тем временем всплывают и неожиданные дипломатические сигналы. Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины в целях создания условий для урегулирования конфликта и в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, что стало одним из редких примеров согласованных гуманитарных шагов. Примечательно, что усиление риторики звучит и в самой Европе. Начальник Генштаба Франции Фабиан Мандон заявил, что страна должна быть готова потерять своих детей в случае войны с Россией. Высказывание вызвало огромный скандал. Мандона резко раскритиковали главные политики страны, хотя его слова вписываются в тенденцию. Подобные предупреждения ранее уже делали Германия и Польша. Отметим, что в Европе есть политики, которые думают совсем иначе. Например, бывший британский депутат Лембит Эпик написал, что президент Украины Зеленский и его европейский партнер, похоже, слишком не способны понять простой факт. Они не в состоянии диктовать условия мира,
поскольку проиграли войну. Независимо от того, как и почему начинаются конфликты, историю пишут победители. Проигравшим же вручают условия их поражения. С началом мирных переговоров по Украине неуклюжие комментарии Стармера демонстрируют полную некомпетентность его и его коалиции желающих. Пора им отклоняться и оставить все взрослым. Путину и Трампу, подытожил политик. На этом фоне информационные ресурсы анализируют территориальные параметры возможной сделки. AFP сообщает, что по предложенному Трампом плану Украина должна уступить России территорию почти размером с Люксембурга. По оценкам агентства, Украине придется оставить около 5000 квадратных километров в Донецкой области, находящихся под ее контролем, где планируется буферная зона, а также еще 45 квадратных километров в Луганской области. В ответ Россия должна будет вернуть Украине примерно 2000 квадратных километров в Харьковской области, 450 квадратных километров в Днепропетровской, 300 квадратных километров в Сумской и около 20 квадратных километров в Черниговской. В итоге, как подсчитано, Украина отдаст России территорий на 2300 квадратных километров больше, чем получит обратно. Это практически сопоставимо с площадью Люксембурга – 2590 квадратных километров. С каждым днем ощущение давления и информационного перегруза только усиливается. Впереди дедлайн, назначенный Вашингтоном на 27 ноября, после которого Трамп ожидает от Киева окончательный ответ на его инициативу. Европа в экстренном порядке пытается выиграть время, Москва говорит о готовности обсуждать документ, а Киев оказался между риском потерять стратегическое партнерство и необходимостью защищать собственные интересы. В совокупности это создает атмосферу, в которой даже опытные дипломаты признают: мирный процесс вступил в фазу, где любое решение будет иметь исторические последствия. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира с Reg News.